Всем привет, кто заходит на эфирчик. Приходите, сегодня у нас подсказки. Сейчас я зайду с телефона. Вы пока подключайтесь. Кому нужны подсказки, напишите подсказки или подсказка. Смотрите, у меня такие только спички остались, которые огромные просто, огромные, большие. Маленькие закончились. Я все забываю купить. Вот, зажгли. Так что у нас теперь всегда будут большие. Ну, пока пачка не закончится. Сейчас поставим. Вот. Здравствуйте, Кристина. Если вам нужна подсказка, напишите подсказка. Я достану подсказку. Вот на этой колоде. Или на всех. Если напишите, что на всех. Так, сейчас. Вот если кому нужны будут вопросы, то вопросики там можно пройти за донаты. Сейчас я все достану, они у меня каждая в своем мешочке. Колода. Как у вас дела? Так, давайте. Кому нужны подсказки, пишите подсказки на всех. Если одна подсказка, то просто подсказка. Будет одна подсказка на ваш вопрос. Вы просто подумайте, о чем вы хотите спросить. Так, Кристина Бойко, Ирина, Аннет. Всем привет. Кристина Бойко, подсказка на чувство, да? Так, сейчас посмотрим. Кристина Бойко. Подсказка для вас. Проявляйте активность. Тут нету про чувства, тут просто проявляйте активность. Вам говорят. Ну, может быть, тогда вы поймете его чувства. Или он, может быть, скажет. Проявляйте активность, не знаю как. Не знаю. Спасибо. И вам спасибо, что пришли на эфирчик. Приходите. Потом у нас будет послание из будущего. 10 посланий. Лидик, привет. Сейчас мы для Ирины смотрим. Подсказки на всех колодах. Для Ирины подсказка. Так, время сделать передышку и набраться сил. Такая у нас первая подсказка. Так, следующая колода. Для Ирины подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Вас все время, Ирина, видите, отправляют на отдых. Все время говорят, отдохните. Вот, не знаю, что там такое. Почему вы так устаете? Я хочу, донат не выходит. Ну, может быть, да. Передышка не помешала бы. Лидик, подсказка вселенной. Вот на такой, где тут показать? На такой колоде. Не оборачивайтесь назад, там все без изменений. Смотрите, видите, только вперед. Назад вообще не оборачивайтесь. Вот что было, то было. Вы смотрите только вперед. Думайте о будущем. Много энергии трачу на работу и дела. Так, для Ирины подсказка. Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай выводы. Какой-то урок сейчас у вас проходит в вашей жизни. И вам нужно сделать выводы и пойти дальше. Ну, подумайте, что повторяется. Он может повторяться, то есть какие-то ситуации, что-то может повторяться. Как будто вы его не прошли. Поэтому он повторяется, какой-то урок. Может быть, вам надо, когда какой-то выбор, вам нужно выбирать себя. Может быть такое. Так, давайте, послание из будущего для Ирины. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг.
Все в жизни можно изменить. Это самая главная фраза. Все в жизни можно изменить. Так что меняйте. Что-то с телефоном Лидик пишет. Возможно. Сейчас такая ситуация политическая, всякая экономическая, поэтому всякое, может быть, могут не проходить донаты. Нужно подумать. Да, нужно думать о себе, Ирина. Думайте о себе побольше. Выбирайте себя. Так, дальше смотрим. Аннет. Подсказки на всех колодах для Аннет. Так, сейчас посмотрим. Подсказка для Аннет. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Аннет, будьте решительны. Удача вам улыбнется. Классно. Для Аннет подсказка. Вы слишком напряжены, пришло время отдохнуть. Нужно вам отдохнуть. Мне так и хочется вам сказать, пусть вам кто-то сделает массаж. Попросите, чтобы вам сделали массаж, чтобы вы расслабились. Не знаю, почему-то про массаж пошло. Как будто шея напряжена, вот все такое вот. Надо расслабиться, чтобы вы кайфанули. Так, для Аннет подсказка. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Видите, не слушайте, что другие люди говорят. Пусть говорят, а вы их не слушайте. Идите своей дорогой. Благодарю, Алена. Успешного вам недели. Мира и добра. Ирина, вам тоже мира и добра. Классной недели. Пусть все получится, все сбудется. Спасибо, что пришли на эфир. Вот. Всегда рада видеть тех, кто приходит частенько. Олика, добрый вечер. Можно подсказку? Можно. Сейчас у нас Аннет. Мы для Аннет смотрим подсказку. Следи за языком. То, что вылетает из твоего рта, влетает в твою жизнь. Просто закрой свой рот и послушай. То есть говорите больше хорошего. Не говорите, что я хочу быстрее, чтобы закончился этот день, то есть время быстрее пролетит. Там что-то такое. Не говорите, что вот у меня там опять что-то болит, потому что это вы в свою жизнь зовете. Говорите что-то хорошее. Сегодня замечательный день. Сегодня случится что-то такое необычное, приятное. Мне очень понравится. Сегодня я встречу добрых людей. Не знаю, что-нибудь такое хорошее говорите. Сегодня я сделаю себе вкусный кофе. Сделаю бутерброд с рыбкой. И кайфану. Что-нибудь такое. Шея напряжена, точно почувствовали. Шея устает. Ну вот. Вот массаж попросите. Я бы сделала, если была бы рядом. У меня это хорошо, как бы, ну не то, что хорошо получается, вы бы кайфанули. Но добрый вечер, Марина. Сейчас посмотрю. Мы сейчас сначала для Аннет. У нас еще послание из будущего. Послание из будущего для Аннет. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Видите, давно с друзьями не виделись. Так что уделите время друзьям, пообщайтесь, отвлекитесь немножко. Вот, спасибо, Аннет. Удачи вам. У Лидика тоже где шея. Ну вот, занимайтесь, как-то разминайтесь, старайтесь там помять как-нибудь. Попросите, кто-то, может быть, может вам делать массажик. Так, у нас теперь дальше. Сейчас посмотрю донатик, если он был, то я его увижу. Да. Ой, давайте сейчас благодарю за подсказки. Вас тоже благодарю, что приходите на эфирчики, девчонки. Давайте будем смотреть подсказки, потом дальше чатик посмотрим. Ой, подсказки. Будем смотреть вопросы, донаты будем смотреть. Аннет и Марина. Сначала Аннет у меня, потом Марина. Так, для Аннет. Его мысли. Так, его мысли. Его мысли. Он хотел бы вас, смотрите, схватить и никому не отдавать, не пускать, то есть мое, как бы собственник, он собственник, не хотел бы вас отпускать. И вот такие мысли у него. Так.
Ой, в мыслях он весь с вами, смотрите, как вы вместе проводите время, как вам хорошо, как вы получаете наслаждение. Тут девятка, десятка кубков, это когда эмоции зашкаливают, когда просто кайф, вот вместе хорошо, когда вы наполняете друг друга. Такие вот у него мысли, эмоции, он этого очень хочет. Очень хочет с вами встретиться, провести вместе время. Очень теплые такие чувства. Что сегодня он еще думал о чем? Он еще думает о том, что, смотрите, какие-то тяжелые обстоятельства есть, которые, нужно делать, нужно брать на себя там, какие-то дела может решать, тяжелые. Для него тяжело дается. Он считает, что правильно было бы встретиться с вами. Он очень этого хочет, встретиться с вами, да, но он очень расстроен, что это тяжело и не получается у него вот эта встреча. В работе сложные обстоятельства. На работе у него, я бы сказала, сложные обстоятельства, да, у него там переменные такие, знаете, когда он Бог и все может, а когда он должен все решить сам, самостоятельно найти выход, то есть когда ему нужно, он там как бы один воин на работе. Иногда такие ситуации, что он может решить все, возможности решения, все у него есть опыт, а иногда, когда вот он не может найти выход, и ему надо где-то это искать, информацию, то есть как из этого выйти. Он тут он один там воюет, чтобы справиться с этими обстоятельствами, так сказать. Он очень переживает о том, что он не может с вами встретиться. Он о вас думает по вечерам. Практически каждый день, я бы сказала. Сегодня он о вас думает. Постоянно. Что еще он думает о вас сегодня? Что он еще на вас думает? Смотрите. Он еще думает о том, что он влюблен, что у него к вам чувства, знаете, чувства стабильные, постоянные, он вас выбрал, вы его женщина. И тут как бы не сдвинуть его с места, его мысли, они такие, что он влюблен. По вечерам всегда пишет. Вот он очень думает вот о вас, тут очень много думает, постоянно думает о вас. Очень хотел бы встретиться, но вот то, что не получается, его очень-очень расстраивает. Он думает, что это неправильно, что нам нужно встретиться, так не должно быть, что обязательно должна быть встреча. Он считает, что вот вы должны встретиться. И то, что встреча откладывается, не получается, что это он виноват, что это неправильно, что должно быть по-другому. Он думает, как это решить. Он очень много думает о том, как с вами встретиться. Он очень много мечтает о том, как вы, знаете, он проведет время с вами вместе, как будет хорошо. То есть очень много думает о хорошем, о том, что ему с вами хорошо, о том, что он о вас мечтает. Очень, возможно, он хотел бы детей. Потому что он думает о совместном будущем, очень вас ревнует, потому что он не знает, что там у вас происходит. Очень хотел бы видеть вас рядом постоянно. Ревнует он очень вас. Тут прям ревность. И не знает, что он ничего сделать не может. Он не знает, что там у вас происходит. Информацию какую-то о вас не знает. Видите, информацию он недостаточно о вас, потому что он вас не видит, вы не перед глазами. Так что неправильно. Тоже мечтает целыми днями. Он тоже мечтает. Друг друга прям хорошо чувствуете. Получится ли у него в марте приехать? Да, у него будет шанс. Получится ли у него приехать в марте? У него будет шанс. Возможность. Шанс будет. Реально, когда... Но реально может не получиться что-то. Какая-то информация может поступить. То есть шанс есть.
давай езжай, да. А что за информация? А они говорят, какая информация. Какая-то информация может прийти, которая его расстроит, и может что-то не получиться. Какая информация, не говорят. Он не знает еще этой информации. Он сейчас планирует, все должно получиться, шанс будет, но какая-то информация, которая может помешать. Связана с работой. Замечаю, что ревнует, да, это хорошо. Я говорю, вы чувствуете друг друга. Да, опять же говорят о том, что его очень расстраивает, видите, что вы не можете встретиться, что вы не можете быть вместе, его это очень расстраивает. Опять карты про это же говорят. Но говорят, знаете, что шанс будет, но почему-то что-то может на работе случиться, что может отложить эту поездку. Но вы встретитесь точно. Может быть, нужно будет еще подождать, блин. Он вам скажет сам. Если что-то пойдет не так, он вам скажет. Ну вот, так что, не знаю, короче, видите, тут может в марте не получиться, видите, говорят, подождите немножко. И его придется подождать. И информацию он вам сам скажет, но это ему будет тяжело. Ну, я не знаю, может, все-таки он приедет. Я уже сама хочу, чтобы он приехал, потому что он тут очень хочет, чтобы все получилось легко, чтобы наконец-то это состоялось, эта долгожданная встреча, потому что это долго уже длится, и он уже устал, ему уже тяжело самому. Ему самому на душе тяжело, что он не может вот это осуществить, потому что он очень-очень хотел бы встречи. Но видите, работа. А встречу он хотел бы, смотрите, по дьяволу, просто до невозможности, как сильно хочет с вами встретиться. Вот, но видите, работа. Он классный специалист. Кстати, он в работе очень старается, все у него получается. Молодец насчет работы прям. Но вот в голове он очень... все, дорога у него в голове. У него в голове дорога. Он очень-очень хочет приехать, встретиться. Вот. Свидание, да, он хотел бы, смотрите, свидание, страсть к своей девочке, которая его ждет. Ну, как бы вот. Будет настраиваться, что да, шанс будет. Ну вот ему нужно будет бороться, смотрите, там какая-то борьба будет, чтобы получилось приехать. Какой-то выбор будет. Ну, если ему кто-то поможет, может быть. В общем, не знаю, что там у него будет, но что-то может в работе помешать. Так, пусть работа не мешает, ничего не знаю. Я уже сама хочу, чтобы он приехал, потому что он очень хочет. У вас прям тут такая связь, такое прям понимание, не знаю, такое притяжение. Ну вот. Да, опять же будет выбор, и с работой это связано, блин. По вечерам, по ночам думает, расстраивается. Хотел бы вас держать в своих объятиях просто и не отпускать. Вот. Да, нежные чувства, нежные, и забота, и все, что можно, не знаю. Любви очень много, страсть, любовь. Давайте посмотрим. Трудоголик. Да, в работе все прекрасно. Молодец, он старается, но он понимает, что это тоже важно. Для мужчин это важно. Сейчас еще другую колоду возьму насчет поездки. И вот в марте, может, видите, там что-то может быть, что от него не зависит даже. Может случиться какая-то ситуация, которая от него не зависит. То есть он хочет, но что-то может случиться. И, да. Опять же выпадает поездка, но она 50/50. Видите, в марте 50/50. Возможность есть, но может она и...
Не знаю, может и в марте, и в апреле, может в марте получиться. Тут нету такого, что 100% не получится. Может в марте получиться. Тут еще не определено, тут нету точного, не могу сказать, нет. Точно ситуация еще не показывает. Стопроцентная. 50/50 показывает. Шаткая ситуация. Нет, ну, надо ему хвататься в марте, за шанс в марте. Пусть хватается. Я не знаю. Было бы здорово в марте, если бы он приехал. Короче, если не в марте, то в апреле. Все. Пусть он как хочет, но пусть приезжает. Пусть там все нормально решится. Ну, не знаю, что там может быть. Ну, кто-то может помочь, и все нормально. Он может приехать. Поэтому подсказка на ваш вопрос. Подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Как бы вот так. Какие-то знаки будут. Ну что, знаки хорошие, все нормально. Типа, он скучает, пишет. Марина и Оксана у меня по донатикам. Дальше. Вот. Спасибо, Аннет, за ваш вопрос. Вот. Сейчас будем дальше смотреть. Сейчас донатики отвечу, потом в чат вернемся по подсказочкам. Марина. Мысли и чувства. Перспектива развития отношений. Мысли и чувства, да. Ой, какие у него чувства, смотрите, он чувствует, что вы отдалились друг от друга. Как будто между вами расстояние сейчас возможно. Может быть, он что-то сказал. Может быть, он что-то сказал такое, что я не знаю почему, но тут как будто его слова какие-то острые, колкие могли вас развести по сторонам, так сказать, с другого города. Ну вот, расстояние это может. Между вами есть притяжение. Между вами есть притяжение, смотрите, прям по дьяволу. Это значит очень сильное, когда очень хочется видеть друг друга, когда хочется быть рядом. Так, сейчас. Что-то мне тут на вопросы четко не отвечает эта колода. Сейчас я другую помешаю еще раз заново спрошу. То, что здесь вот что-то тут началось. Тут и работа смешалась, и он, и работа. Ну, короче. Так, вот так. Его мысли о вас. Он, смотрите, он хотел бы написать вам, сказать вам что-то хорошее, какое-то известие хорошее, то, что у него, может быть, что-то происходит, что-то вам сообщить приятное. Но почему-то он этого не делает. Почему? Он какие-то другие проблемы решает. Так, он вообще... Короче... активно проявляется, да? Сам с другого города. Так, вот он с другого города. С другого города. Ну, он тут хотел бы вам много, да, приятных новостей, смс-ки, сообщения приятные сказать. Какую-то информацию вы можете о нем узнать. Плохо, что он с другого города, не под присмотром. Да, можете какую-то информацию о нем узнать, какую-то неприятную. То есть, может быть, кто-то к нему проявляться в другом городе. Нет, да?
Даже если кто-то проявляется, это, короче, все понятно. Если кто-то будет к нему проявляться, он не будет обращать внимания, ладно. Просто здесь выходит женщина, я не пойму, то ли он с ней общается, то ли она к нему проявляется, да. Может, мама его. И он не может, он как будто стоит перед выбором, она ему не дает выбор. То есть тут как бы кто-то еще замешан в его чувствах, эмоциях, выборе, действии, его решениях. Может быть, мама. Нет, тут, короче, что-то и эта колода мне не говорит. Запутанный мужчина. Поет и танцует творчески. Ну вот, может быть, поэтому вот какие-то женщины, но он, я посмотрела, он как бы к ним-то не проявляется. Я думаю, что за женщина? По работе. Ну, может быть, он как раз-таки зарабатывает этим, поэтому рядом могут быть женщины. Смотрите, его мысли, Марина, к вам. К вам. Я уже постаралась убрать других женщин, потому что тут выходит и работа, и все вперемешку. Его мысли к вам, что он хотел бы с вами жить вместе. Его мысли такие, что вы для него нежная, заботливая, чувствительная. И он хотел бы с вами жить вместе. Он хотел бы вообще встретиться с вами, пообщаться, поболтать. Вы его как-то наполняете. У вас много женской энергии. Вот. Ему это очень нравится, что у вас много женской энергии. Он такое транслирует. Вот, видите, он просто, он готов вам подарки дарить, обожать, обращаться с вами как с девочкой. Вот. Не так, что вот, давай, кто сильнее, кто быстрее. Нет, девочка для него, женственная, нежная, вот, о которой нужно заботиться. Так. Цветы дали, да, на картинке тоже были цветы. Значит так, смотрите, перспективы развития отношений. В начале он хотел бы вас, знаете, вот никому не отдавать, хотел бы стабильные отношения как-то с вами построить. Да, но так, как ему выгодно, так, как ему нужно, вот как он считает нужным. Посмотрите, пообщайтесь, какие отношения он считает правильными. Потому что здесь потом, возможно, он к вам приедет. Потому что в начале отношений он видит вас, женщину, как будто вот с вами можно построить классные, стабильные отношения. И в семье он будет главный, типа того. Да, и все будет так, как он хочет. Но у него свои представления о семье, поэтому можете поговорить. Потом у вас развиваться, как отношения будут в дальнейшем. Он может к вам приехать. Тут дорога, мужчина, он может приехать. Тут еще колесо фортуны. Да, и он как бы развиваться, будут очень даже приятные отношения у вас. Тут возможно и вместе жить, и семья, и дети, возможно. Исполнение какого-то желания. Вы можете время классно проводить вместе, да? То есть он дальше отношения будут развиваться, он приедет. И в итоге вам чего-то будет не хватать. Потому что, может быть, вот я поэтому и говорю, сейчас поговорите о том, какие отношения он представляет в будущем с вами, какие для него нормальны. Потому что для некоторых нормально, когда жена дома больше готовит, сидит, детьми занимается. А для женщины, может быть, это ненормально, она хочет делать карьеру. Или наоборот, женщина думает, о, я наконец-то буду заниматься детьми, там, да, дома, там, кушать, готовить, встречать мужа. А он будет думать, как так, пусть тоже идет работать, да. То есть, как бы, у вас может быть, может, Карл Джетлов это другой. Я сейчас на него смотрю, на этого. Начало отношений, дальше как будут развиваться, и вот итог. И в итоге вы как будто не будете понимать друг друга. То есть вам уже сейчас надо понять, как вы представляете будущую жизнь вместе. Потому что вы, возможно, представляете, что мужчина зарабатывает, а женщина там чем-то другим занимается, да, домашними делами, а он думает, что романтика в отношениях будет всегда.
Ему нужна будет романтика, флирт. И чтобы вы его ждали и понимали. Даже если он чего-то вам не будет рассказывать, вы, короче, все нормально. Он так думает. Вы хотели бы, если бы отношения, то они должны быть законные, чтобы он мог зарабатывать, даже если уезжает, чтобы не обманывал, да, и боролся за ваши отношения, чтобы они были стабильные. А у него тут как-то, ну, в общем, у вас самый главный затык, у вас может быть разное представление о том, какая должна быть настоящая семья, какие отношения. Вот это надо обговорить. Вот. Потому что вы можете из-за этого расстаться, можете из-за этого. Из-за того, что вы будете думать, у вас в голове одни идеальные отношения, одно будущее, а у него другое, как бы вот. Так, если вы будете пишите развитие отношений с ним. Отношения могут быстро начаться и быстро закончиться, смотрите. Или они могут перейти на новый уровень, если вы примете вот эту ревность и условия друг друга, которые в основном от него зависят. Ну, то есть у него будут условия. Если вы примете условия друг друга, да, то здесь могут быть отношения. К нему надо с нежностью и с лаской такой подход найти, да, чем-то, возможно, пожертвовать, да. Но в итоге тут может получиться семейные отношения и рождение ребенка. Стабильные, серьезные отношения могут получиться, если вы с ним захотите. Но здесь вы, каждый, выскажетесь. Вы знаете, у вас будет такой период, когда даже если вы быстро зайдете в отношения, потом будет такой период, когда нужно будет или расставаться, или идти дальше. То есть вам нужно обговорить, как дальше будет. Или ваши отношения как-то строить по-другому, то есть совершенно. Потому что если будет так же, как и было, они разрушатся. Или подстраиваться друг под друга. Тогда можно построить с ним отношения. Но также в вашу жизнь, так, сейчас посмотрим, может ли прийти другой мужчина. В течение года пока что-то нет. Есть мужчина, который... В вашем окружении сейчас есть мужчина, которому может тянуть, кстати. Здесь не показывает, что с ним какое-то будущее возможно. В общем, с этим, про которого вы спрашиваете, возможно, но нужно будет подстраиваться друг под друга. Отношения можно построить, но здесь каждый как бы представляет о будущем что-то свое. Подстраиваться нужно будет больше под него, потому что здесь как бы больше у него условий, у него какие-то такие правила, с которыми вы должны смириться, например. Не ревнуй меня, дорогая, мы с ней только танцуем. Ну, бывает же разное такое. Ребенка точно нет. Но если не ребенка, то просто будете наслаждаться друг другом. Там выходит какое-то желание, может сбыться у вас. То есть по солнышку будете радоваться. Можете куда-то поехать отдыхать, может быть, в теплые страны, может быть, поездка какая-то. Но совместное будущее и семья возможно, да. Может быть, просто будете часто ездить куда-то отдыхать. Ну вот. Как с ним взаимодействовать? По-честному, смотрите. Ну, так же и есть, как с ним взаимодействовать. Здесь у каждого свои правила. Сказать то, чего вы хотите. Постель только после ЗАГСа, например. Только через ЗАГС. То есть скажите все как вот честно, как есть. То есть свои условия, как вы представляете.
что вы считаете, что такая-то женщина должна вести себя так, как бы у меня вот так вот, у меня в семье принято вот так, то, что мама главная, например, у меня в семье, или там, давай об этом поговорим, то есть какие-то свои правила вы должны сказать, то, что у вас в приоритете, то, чем вы живете, не обязательно то, чем общество живет, что подумают там, хотя это тоже может быть для вас важно. Вот, то есть вы какие-то свои внутренние, вот, не знаю, вот вы живете с какими-то правилами своими, и вы не хотите их нарушать, то есть вы против себя пойдете уже, да, то вы можете ему сказать то, что вот у меня вот так вот, если по-другому, то для меня это будет тяжело, ну, то есть я не смогу принять, например. Для меня важно, например, чтобы ты не курил, потому что меня тошнит, я не знаю, там, или для меня там важно расписаться, потому что это неприлично, что, например, ты ходишь ко мне, там какой-то мужик, или ночуешь у меня, или, например, я это не понимаю, что мужчина может остаться у женщины. Нет, мужчина должен привести женщину в свой дом, да, как бы, то есть высказать такое, то, что я, например, не смогу уважать мужчину, если он не будет зарабатывать, да, или там, то есть у каждого свое, какие-то такие правила, которые вы бы не хотели нарушать, потому что внутренне это вам будет тяжело, и как вы против себя пойдете. Вот что-то такое какие-то можете ему сказать, потому что у него тоже есть свои, поверьте, такие вот условия, против которых он бы не хотел идти. Вот он решил, он знает, что будет так и не иначе. Он хотел бы, чтобы, например, вы его, некоторые просто мужья утром, чтобы жена его провожала, гладила ему рубашки, провожала обязательно, чтобы завтракала с ним, а потом он идет на работу, она делает, что хочешь. Короче, но что-то важно для одного, для другого, вот это вот надо вот так вот обговорить. Потому что вам нужно подстраиваться друг под друга, и нужно знать, под что подстраиваться, чтобы не было сюрпризов, и чтобы сделать так, как хотел бы другой, чтобы было ему приятно. Как бы вот тут вот так вот. Карамелька. Вопросы, да, через донатики там можно зайти. Ой, слушайте, я ссылку не закрепила. Закрепила. Я сейчас на донаты отвечаю. Сейчас подсказку дам, Марина. Марина, подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. И, кстати, вот если вы будете вместе, вот это вот солнышко, еще если не рождение ребенка, то может быть рождение какого-то проекта совместного. Может быть, вы что-то можете замутить, что-то вместе сделать, не только вместе поехать отдыхать, но можете вместе куда-то в теплые страны ездить. Но еще какой-то проект общий, может быть, что-то связанное с творчеством, с реализацией, такое что-нибудь такое можно. Так что, Марина, спасибо за ваш вопрос. Давайте у нас сейчас Оксана. Донатик. И потом смотрим чат. По чату подсказки будут. Так, сейчас. Развитие отношений в течение месяца. Развитие отношений в течение месяца. Как будут развиваться отношения в течение месяца? Как будут развиваться отношения в течение месяца? Тайна. То есть эта карта означает, что вам, возможно, не нужно знать, потому что должно что-то произойти такое, чего вы еще не знаете, и вы должны будете верно отреагировать. То есть если я вам сейчас, сейчас еще на другой колоде посмотрим, если я вам сейчас расскажу, вы можете среагировать не так, как нужно. То есть вы уже будете предупреждены. Здесь что-то закончится, что-то начнется. Знаете, с ним, кстати, с ним вы, возможно, с ним вы перейдете на новый уровень отношений, возможно, все наладится. То есть вот так, как раньше не будет, а поменяется. С ним можете испытать какие-то положительные чувства. Главное, может быть какая-то встреча, возможно, тут я не знаю просто, он может приехать, смотрите, тут вот эта стабильность в течение месяца может закончиться, то, что сейчас вот как есть непонятно чего там у вас, да, и начнется новый этап, когда вы можете какие-то положительные эмоции вместе получить. Я спросила это как бы с ним, с ним, и смотрите,
Он может или написать, или приехать. Но тут, скорее всего, вот, приехать он может. То есть встреча, возможно, между вами. Какое-то мероприятие, встреча друзей, может, по бизнесу, где-то пересечетесь. Или он просто может назначить встречу, и вы хорошо проведете время вместе. Здесь как будто что-то приятное с ним, какой-то приятный момент почему-то. Вместе работаем. Может, такая, ну, в общем, какая-то встреча положительная. Какие-то, не знаю, вы с ним, если вы помирились, да, то вы, помирились. Если вы поссорились, то вы помиритесь, в общем. Вы помиритесь, потому что какой-то приятный будет момент, эмоции такие хорошие, романтика такая, вот такие теплые нежные чувства. Когда вместе хорошо, что-то такое. Да, но вы можете не захотеть мириться. Вы сами хотите мириться или нет? Видите, смотрите, вы выпадаете такой женщиной, которая прям категорически не хочет идти на уступки, давай завоевывай меня, я буду говорить нет, а ты иди за мной, все равно, как бы, вот видите, вы будете закрываться всеми способами. Даже если он захочет помириться. Он захочет помириться. Десятка. Ну он, понятно, он не знает, как принять решение. Ой, опять вы можете поругаться, ну елки-палки. Опять может какая-то приревновать или что-то такое вот колкое сказать. Хочу конкретики, вот. Он говорит, я сам решу. Я у него спрашиваю, даст ли он конкретики. Я, говорит, сам решу. Я, говорит, сам решу, что нужно и что и как. Ну, то есть он может пойти мириться, да, он может захотеть быть вместе, да. Но тут нет определенности, вообще он не дает определенность. Нет. Какую-то информацию вы от него получите, но он всегда в сомнениях, он сомневается. Он сомневается, он не знает, что делать. Он решение не может принять. Каких-то стабильность какая-то, что-то вам дать такое. Он вам может дать только, знаете, нервы потрепать. Он не может почему-то дать стабильности. А потому что он сам не знает, что хочет. Он не знает, что хочет, он расстроен. Он то вроде хочет это, то не хочет, то вроде бы вот такой вот он какой-то. Вас может, он сам не знает, что хочет, да, но может поставить вас перед выбором. Или расстаемся, или давай будем вместе. То есть он вам может это сказать, типа сама решай. Представляете? Он так и будет тянуть, он сам не знает, хочет. Вот он хочет быть с вами или нет, видите, смотрите. Он это все будет тянуть, вот это вот как бы вот нету тут стабильности. Ожидание, опыт, вот это вот жди, а толку-то где, ну как бы тяжело все и чего. Никакой стабильности. Он также будет уходить в тишину. Вот захотелось ему с вами пообщаться, помириться, он захочет помириться, потом опять поссоритесь. Опять он не знает, что хочет. Нет у него определенности. Он не может вам дать определенность. Нервы потрепать только. Вы самостоятельно вообще можете за свою жизнь отвечать. Тут вы можете реализоваться, как вы хотите. И в финансовом, кстати, плане, в специалисте вы можете быть вообще классно. Вы можете даже помогать кому-то, у вас какой-то опыт есть. В семье, может быть.
Зачем он вам? Вот зачем он вам? Чтобы разрушить все хорошее. Видите, первая карта вышла. Вот это. Зачем он вам? Типа, чтобы, может быть, чтобы вы почувствовали что-то прекрасное, да, и тут же все это разрушить. Поиграться и бросить. Короче, тут нет стабильности. Зачем он вам? Чтобы вы стали сильнее. Смотрите, он вам для того, чтобы вы в сомнениях пребывали, да, в мечтах о нем, что мужчина может решить какие-то ваши вопросы, да, что он то, о ком вы мечтаете, а на самом деле вы должны понять, что вы сама сильная, что вы все сможете, у вас энергии на все дается. Вот все, что вы задумали, вы можете реализоваться, вы можете и зарабатывать самостоятельно. То есть вам мужчина не нужен, вы вот это должны понять. То, что надеяться на кого-то, это не нужно. Вот. У вас силы на все есть, на то, что вы хотите реализовать свое, и не нужно ему отдавать, потому что у вас очень сильная энергетика, у вас сейчас очень много вам дают энергии, чтобы вы могли реализовать то, что вы хотите, ваши желания, ваши, не кого-то, ваши. Не нужно сливать на вот это ожидание. Да, вам нужно двигаться вперед. Какую-то цель поставьте, то, чего вы хотите, ваши желания. Переезд, там, да, повышение по работе, свое дело. Поставьте свое желание на первое место, то, чего вы хотите. А все, что будет рядом, это чисто просто, чтобы помочь прийти к вашему желанию, и все. Или не отвлекать вас, не обращайте внимания. Как-то вот так вот. Уходить или остаться, вы сами решайте, конечно, но тут смотрите, вам нужно сохранить свои границы, свою энергию, не отдавать, не распыляться, потому что она вам нужна. Она вам нужна. Человек вообще не знает, чего он хочет, да, вот он внимание ваше требует, хотя сам холодный, да, он может только говорить, но это, видите, он ничего вам дать не может, разбитое сердце, как бы вот нервы только потрепать. Да, вам нужно научиться выбирать себя, чувствовать свое сердце и быть честным с собой, вот со своими чувствами. Идите туда, куда чувствуете, вот как чувствуете. Если вы видите, реакция не такая, да, то не нужно придумывать, что все изменится или что-то еще. Да плюньте и все, и делайте свои дела просто, не обращайте внимания. Вот все, кто должен быть рядом, они будут рядом. А вот это все не пойми чего, вот это вот, зачем вы будете жить чужой жизнью, это вот как-то не очень. Какой-то засранец нервы только мотает. Не надо вам это может растянуться и на 5 лет, и на 10. Нафиг вам надо жить своей жизнью, только жить не сможете. Не надо вам это. Ну да, может быть страшно вам смотреть сейчас вперед, но это не бойтесь. Да, лучше закрыться от него. Ну, короче, тут сплошные мечи, разочарование с ним. Какой-то... Направьте энергию на свою цель, на то, чего вы хотите. Так, подсказка. Подсказка на ваш вопрос. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Вот, прислушайтесь к себе. Не слушайте вообще вот этих мужчин. Таких вот непонятно, чего от них ждать, никакой конкретики. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вот. Так что я вас тоже благодарю. Пусть все будет хорошо. Спасибо, Оксана, за ваш вопрос. Так, давайте будем смотреть чат. Тут просто еще Оля К. Подсказка. Подсказка для Оли К. По чату всех буду подряд теперь смотреть. Оля К. Подсказка. Следите за поступающей информацией. То, что сейчас будет вокруг вас, это очень важно. Кто-то что-то сказал, в метро, по телефону, на работе услышали, сплетня какая-то, может быть. То есть какая-то информация вокруг важная для вас будет. Обращайте внимание. Оксана Жукова, подсказка на личную жизнь. Для Оксаны подсказка на личную жизнь. Подсказка на личную жизнь.
Проявляйте активность. Проявляйте активность в своей личной жизни. Это значит, так, проявляйте активность, это значит, что вам нужно найти время для отдыха, найти время на то, что вы хотите, проявлять активность в том смысле, что заниматься собой внешне, заниматься спортом, танцы какие-нибудь, танцуйте, вот в этом смысле. И если будут к вам проявляться, то вы просто смотрите, наблюдайте, как к вам относятся. В смысле проявлять активность, это в смысле, что заниматься собой. Здесь вот в этом смысле. Подсказка на всех для Ирины. Ирина. Здравствуйте, Алена, пожалуйста, подсказки на всех. И сердечко там. Вот. Ирина, для вас. Так. Подсказка для Ирины. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Дальше. Для Ирины подсказка. Нет, не сегодня. Маленькая колода сегодня ничего не хочет сказать. Ну, может быть, это и хорошо. Может быть, ничего и не надо. Донатик, вижу. Иногда срабатывает, иногда нет, поэтому вы можете написать, если отправите донат. Сейчас я чат посмотрю, потом донатик глянем. Так, для Ирины у нас еще. Дальше, для Ирины. Не пригибайтесь под обстоятельства. Все можно изменить. Видите, все можно изменить. Подумайте, как это можно сделать. Дайте себе время отдохнуть, чтобы набраться сил. И подумайте, как можно. Потому что когда приходится воевать с миром, с этими обстоятельствами, нужны силы. Так, для Ирины. Расставляйте приоритеты. Ты не сделаешь ничего, если будешь пытаться сделать все. Видите? Можете, кстати, написать свои дела, которые вам нужно сделать, свои какие-то планы, и в порядке очередности. Не хватайтесь за все. Сначала сделайте что-то одно, поставьте галочку там или зачеркните, что вы сделали, и все, и принимайтесь за другое, чтобы уже все сделать до конца, чтобы все получилось. Так, для Ирины. Послание из будущего. Ты никому ничего не должна. Ты взрослый человек и сама строишь свою жизнь. Видите? Никому не должны. Так что, Ирина, такие вам подсказочки. Так. Дмитрий Широков. Мой потенциал, что я не вижу. Дмитрий, у нас вопросы за донатики. Если вы хотите подсказку, напишите «подсказка» в комментариях, и подсказку я вам дам. Вы там, может быть, подсказка вам подскажет, в каком направлении двигаться, или вы в голове просто подумайте какое-то из направлений, и, может, подсказка подскажет. Ирина, благодарю вас тоже. Карамелька, вопрос. Можно вопросы платные, да. Что нас ждет с с Леонидасом? Руне, вопросы у нас за донатики у нас. Здесь подсказку могу дать бесплатно. Ирма. Здравствуйте, можно подсказки? Можно. Я дошла до Ирмы. Так, сейчас и Ирме дадим подсказки, а потом буду смотреть донат. Подсказка для Ирмы. Общайтесь только с позитивными людьми. Только с позитивными общайтесь. У вас энергетика уже потяжелее, кстати. Поэтому, наверное, вам нужно с позитивными общаться. Так, для Ирмы подсказка. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Видите, если вы чувствуете какое-то недомогание, то сейчас это все можно решить очень легко. Если нужно к зубному, сходите к зубному. Если где-то что-то болит, то подумайте, к какому врачу там, может быть, обратиться нужно. Для Ирмы подсказка. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Научитесь радоваться мелочам.
Не ждите что-то большое, когда что-то случится. Потому что вот эти мелкие радости, они очень важны. Они делают жизнь счастливой, счастливыми каждый день. Поэтому так, Ирма, подсказка. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не трать его попусту. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. Видите, даже тут подтверждает, что вокруг вас должны быть позитивные люди. Позитивные, хорошие, активные, которые желают вам добра. Вот. Излучайте больше положительной энергии и окружайте себя положительными людьми, с которыми вам легко. Ирма из будущего. Послание. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Здесь могут быть отношения не только с противоположным полом, да, но и с девчонками, там, с подружками, с друзьями. То есть над отношениями нужно работать. Вот. Так что так. Давайте теперь посмотрим донатик. И потом общий расклад. 10 посланий из будущего сделаем. Так, у нас тут аноним, да? Что будет в отношениях? Что у вас будет в отношениях с мужчиной? Что тут возможно? Вот, что будет у вас в отношениях? Тут возможно законный брак, роспись, давай поженимся, как бы, может быть, так даже. Да, но эти карты просто, когда я мешала, они перевернулись. Как бы, возможен законный брак. Вы, возможно, как бы захотите подтвердить свои отношения, рассказать о них всему миру. Как бы тут вот так даже возможно. Сейчас. Ну, они перевернулись, я еще раз помешаю. Что будет в отношениях у вас, да? Он вам, возможно, уже есть брак. В каких отношениях-то я что-то не пойму. У вас может быть, кстати, вы можете знать друг друга давненько, да, и у вас могут быть нежные чувства друг к другу. Так, я смотрю, это на вашего мужа или нет? Я не понимаю пока, потому что тут как бы вы знаете друг друга давно. Здесь, знаете, вы можете, что у вас будет, здесь, возможно, что-то новенькое в отношениях. То, о чем вы можете не знать. Вообще вы можете как-то обновить освежить свои отношения. Нет, ой, хорошо, что нет. Я тут просто думаю, как же тут обновить? Будет ли кто-то еще в ваших отношениях? Нет, не будет, никого в отношениях не будет. Так, это все отпадает, супер. Значит, вы можете как-то по-новому как-то взглянуть друг на друга. Что же тут есть? Какой-то дьявол. Вы можете стоять перед выбором. Так. В будущем вы будете вместе с этим человеком, вы будете вместе жить, у вас совместное проживание, как бы тут в будущем все есть. Но вы почему-то будете хотеть большего. Может быть, вы будете хотеть ребенка. Тут, в общем, по дьяволу, насчет дьявола, да, смотрите, насчет дьявола, если вы написали, здесь что-то новенькое будет по дьяволу. Что это новенькое, я думала, что здесь может кто-то вмешаться, да, что-то вы еще не знаете. Но нет, говорят, нет, никто вмешиваться не будет.
Здесь вы можете как-то освежить свои отношения, чтобы у вас наладилось все. То есть, что такое может быть по дьяволу? Вы можете его отругать, как будто вы можете отдалиться, и он захочет уйти, чтобы насолить вам. А на самом деле он как бы, проманипулировать захочет. На самом деле он захочет вернуться. То есть такая фишка какая-то. Это так и происходит. Ну вот это манипуляция. Это манипуляция. Зачем ему это надо? Вышло двое мужчин. Зачем ему это надо? То есть он хочет из одного статуса в другой перейти, потому что здесь хочет быть главным в ваших отношениях, манипулировать и делать так, как он хочет, может быть. Так, вообще, что ждет вас в отношениях в будущем? Что ждет вас в отношениях в будущем? Смотрите, очень тяжелые отношения, да, или какая-то ситуация тяжелая. Когда вы не сможете действовать, смотрите, какая-то ситуация тяжелая может случиться, кстати, в будущем. Что может произойти с отношениями? Здесь мужчина холодный, вокруг него почему-то любовь, да, чувства какие-то, а он холодный. Может, он боится проявлять чувства, может, он уже, не знаю, что-то с ним. Что-то с ним, как будто ему тяжело проявлять свои чувства, ему тяжело говорить о том, чего он хочет. О своих мечтах. Потому что он ничего не делает, чтобы вот идти к своим мечтам. Какая-то такая ерунда. Как будто у него есть зависимость от работы, от денег, от финансов. Он может какие-то, знаете, болезненные слова говорить, колкие очень. Угу. Когда хочется его послать, короче. Но здесь как будто вы так и будете вместе. Вы так и будете вместе, даже если будет тяжело. Он пьет. Ну вот эти кубки, он холодный, да, но вокруг кубки, вокруг алкоголь, походу. Здесь как будто ничего-то и не меняется. Вообще тут у вас есть шанс, знаете, куда-то или поехать, или, может, цель себе какую-то поставить, того, чего вы хотите. Как будто вы в новое пойдете, вы можете встретить мужчину, кстати, который будет понимать вас, с которым вы захотите партнерства. Уже не такого, а другого. То есть на своих ошибках вы уже поймете, какого вы не хотите. Не знаю. Ну, тут, знаете, вот с этим мужчиной, с которым вы сейчас, здесь получается разбитое сердце. Он холоден, он своими поступками, своими словами, он делает вам больно. Здесь как бы вот с этим мужчиной. Вы хотели бы нежности, да, и проявления заботы, чтобы он взял ответственность за все просто, потому что он мужчина.
Но он этого не делает, как будто. Он хочет, чтобы вы все делали. Знаете, он как будто хочет все свалить на женщину. Пусть она там сама, как бы, да, типа она там, как будто вы наивная, да, и такая вот можно. Это может все привести к тому, что вы даже можете развестись, то даже может быть расставание. Вот если он будет так продолжать, видите, тут законный брак рушится, тут как бы все, вам может надоесть просто, скажете, ну как бы хватит. Да, вы можете сделать и уйти. Сделаете вы это или нет, я все-таки спросила. Сделаете вы это или нет? Да. И да, и начнете свою жизнь по-новому. Знаете, как будто завершите, как будто это все будет до и после. Новая жизнь. Вы можете даже уйти от этого мужчины, официально при том. Что будет, если вы будете с ним. Вот, даже если вы знаете, вы как будто уже приняли решение, что вы с ним не сможете. Видите, что будет, если вы будете с ним? Вы также будете думать о том, чтобы уйти. Как будто вы уже в голове, вы уже приняли решение, как будто, чтобы все, что нужно уходить. Потому что здесь получается, что вы всегда, так вот, знаете, держите все под контролем, нужно его контролировать, нужно ему помогать, как-то вот так вот. То есть здесь вы становитесь жестче, вам нужно активно какие-то действия делать. Ну и то, что делает он, это всегда расстраивает, всегда как бы разочаровывает он только. Зачем он вам дал? О, зачем он вам дан? Смотрите, семейные отношения и как бы закрытие этого. Зачем он вам дан? Он вам может быть дан для того, чтобы вы поняли, каких отношений вы не хотите, не приемлете, вы не согласны. Или чтобы вы побывали в отношениях и все, как бы отработали вот это вот. Да, как будто, знаете, он может, когда выпьет, много глупостей наделать, кстати. Не знаю, знаете, тут вообще как будто, что он вам дает только вот то, что у вас официальные отношения. Что вот вы не свободная женщина. А что вы ему даете? Вы постоянно боретесь и отстаиваете. Вы тут как бы активную позицию вы больше занимаете. То есть вы боретесь за отношения, чтобы быть с ним. А он нет. Он тут вообще никакой стабильности как будто вам не дает. Но если вы будете с ним, то вам будет очень тяжело, вам придется все тащить на себе. Если вы не будете с ним, здесь вам будет чего-то не хватать, возможно, финансово будет не хватать, потому что вам, одной всегда начинать жить тяжело, когда привыкаешь уже. Есть такие пары, которые просто живут вместе, потому что мужчина платит за квартиру, например, бывает такое. Он там пьет, гуляет, но как бы вот платит, да, и вот бывает живут. Но тут вот с выпивкой, конечно, у него, да, могут быть проблемы. Знаете, вам нужно куда-то поехать, съездите куда-то, отвлекитесь, подумайте, что вам нравится. Может быть, вам нравится фотографировать, может быть, вам нравится рисовать, может быть, вам нравятся цветы какие-то, вы хотите купить что-то. Куда-то съездите, знаете, я не знаю, что-то связанное с тем, что вам нравится, ваше творчество, где вашей душе будет хорошо. И там как будто вы поймете, что вам делать дальше, как будто шанс какой-то. Вот вы решитесь на какое-то вот то, что вы хотите в жизни.
Тут силы с этими трудностями справиться вам на все дадут просто. Тут вы это все только в голове, может быть, что вы не справитесь, вы тут совсем справитесь. Съездите куда-то, развейтесь. Может, картинные галереи, не знаю. Вам нужно подумать, вам нужно посмотреть на другую картинку перед глазами, как вы хотели бы. То, что вам нравится где-то, где красиво. Куда-то вам нужно съездить. И принять решение, как вы хотите, как начать, что делать. Может быть, как зарабатывать, может быть, свое дело, может, куда-то, не знаю. Что-то такое. Какая-то идея придет, по заработку придет. Тут, знаете, как будто то, что он вам дает, вот это вот холодность, вот это все как бы с мужчиной надо заканчивать, потому что мужчина, ну это вам, конечно, решать, он вам дает настолько мало финансов, даже если вы завязаны на финансах, и он больше вас, знаете, он не ценит. Вот когда вас не ценит, а вы стараетесь, это вот больше всего тяжело, как бы. Он холодный какой-то. Приедет ли он, ну, ждите, говорят, он приедет немножко позже, чем вы ожидаете. Да, он приедет, но чуть попозже. Вот как будто вы ждете вот в один срок, а он приедет позже. Он приедет, да. Встреча будет, вы встретитесь, пообщаетесь, все, он приедет, но чуть позже, чем вы хотели бы, чем вы ждете, например. Вот так. Но встреча, кстати, пройдет хорошо. Ой, ну, когда начнется вот эта вот тема выбора, то да сё, тут, короче... Ну все, дальше не говорят. Дальше не говорят, потому что здесь потом... Может быть, все хорошо, потом опять можете... Опять можете поругаться или что-то там, короче, неизвестно. Нет, пока что. Но встреча начнется, ну хорошо, потому что как бы с такими намерениями будут такие, что все будет отлично, все пройдет хорошо. Просто потом, может быть, там разговор или что-то произойдет, что-то, блин, опять, ну вот опять что-то такое вот. Сейчас подсказку посмотрим. Ваш вопрос. Подсказка. Устройте себе отдых, видите? Устройте себе отдых. Я же вам говорю, съездите, куда-нибудь съездите, отдохните. Просто выкиньте все из головы. Не знаю, где-нибудь в красивое место, купите себе кофе, чтобы вокруг было красиво, чтобы красивый был вид, чтобы вы наслаждались, не знаю, какое-то красивое кафе с красивым видом. Возьмите бумажку с ручкой, напишите, как вы хотите, что вы хотите, как вы видите себя в будущем, кем вы видите себя в будущем, что вам для этого надо, помечтайте. Как бы вот лепитесь, побудьте с собой. Вот и так. Так что, Зефирка, спасибо вам за ваш вопрос. Удачи вам. Так, давайте сейчас в чат вернемся. Если кто-то что-то просил, сейчас посмотрим. Так, Альбина Кондратьева удалила все свои сообщения. Не знаю, что там было. Так, ну давайте будем смотреть послание из будущего. Сейчас общий будет расклад. Да, сейчас я напишу. 10 посланий из будущего будет. 10 посланий из будущего. Вот. Можете выбирать послание одно, можете два выбрать. От 1 до 10 любую циферку загадывайте. Можете подумать что-то в голове, какой-то вопрос, то, что вас волнует. Или просто послание на сегодня, на сегодняшний момент из будущего для вас. Вот просто на сейчас. На неделю, на работу, на отношения. Послание из будущего. Единички. Кто загадал цифру 1? Послание из будущего. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное.
Единички, вокруг вас что-то такое происходит, чего вы не замечаете, или что-то, что нужно закончить. Что-то важное вокруг, поэтому обратите внимание, единички. Двоечки. Двоечки. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию, двигайся дальше. Двоечки, для вас такое послание из будущего. Что-то нужно в прошлом оставить, ситуацию, отношения, не знаю, что-то еще, да, и двигайтесь дальше. Пришло время уже. Троечки. Троечки, если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Это просто не тот человек, видите, даже как бы вы ему ни говорили, в общем, не нужно говорить громче. Четверки. Четверки, ты слишком торопишься, остановись еще раз, все перепроверь. Проверить вам надо, остановиться, куда-то вы торопитесь, чего-то не замечаете, чтобы ничего не упустить. Пятерки. Кто загадал циферку 5? Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Видите, если кто-то вам делает больно, не нужно общаться с этим человеком. Шестерка. Шестерки. Примите с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. То есть это вам во благо, то, что сейчас происходит. Видимо, кому-то виднее просто. Зачем и почему это. Семерки. Семерки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Прислушайтесь к своим чувствам. Только вы знаете, как вам хорошо, как вам нравится. 8. Восьмерки. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Видите, что-то необычное. Можете перекрасить волосы, подстричься, купить классную футболку, не знаю, клубнику купите в магазине. Прямо сейчас, даже если не сезонная, она вкусно пахнет, дорого стоит. Сделайте что-то необычное такое, необычное. Необычное. Идите по дороге в припрыжку с настроением. Что-то такое, не знаю. Ну, вам виднее, в общем. Девятки. Девятки. Послание из будущего. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Выходите, смотрите, там целый мир огромный, не ограничивайте себя. Десятки. 10-я позиция, кто загадал. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. То, что дарит вам радость, делайте. В моем случае это кофе. Вот. Посмотрите, что вас радует. Так, теперь давайте посмотрим, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Тоже общий расклад. Сейчас напишу, что делать и что не делать, чтобы неделя, я там без ошибок пишу, не вижу, была хорошая. 3 варианта будет. Общий расклад, 3 варианта. Можно в записи посмотреть, можно сейчас. Так, посмотрим. Чтобы неделя была хорошая. Так, единички. Что делать и что не делать? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, смотрите, во-первых, нужно не расстраиваться. Если вы что-то делаете, у вас не получается, это нормально. Зато вы знаете, как делать не нужно. Обращайте внимание на то, что даже если вы думаете, что выхода нет, выход есть, у вас есть шансы, у вас уже кое-что есть, то, что нужно ценить, беречь и как бы говорить спасибо. Вот. Не нужно переживать, думать, и вектор своего внимания не нужно перемещать на то, чего у вас нету, то, что у вас не получилось, не надо. Надо думать, наоборот, о том, что у вас есть, что у вас получилось, и хвалить себя за все, что вы делаете. Если что-то не получилось, вы будете знать, ну вот это как бы определенный опыт, зато я знаю, как не надо, сейчас я уже начну делать так, как надо. То есть на позитиве будьте, не нужно себя, знаете, в плохих эмоциях не нужно пребывать. Что делать не нужно? Здесь как бы что не нужно делать, здесь не нужно слушать советов родственников, которые будут говорить вам как надо,
или говорить, иди туда, иди там, делай это. То есть, ну, здесь, если кто-то, не нужно ждать кого-то из прошлого, вот. Не нужно заниматься какими-то, знаете, бумажными делами, оставьте на потом. Не нужно конфликтовать. Здесь так вот. Если вами захотят проманипулировать ваши родственники, не ведитесь на это. Скажите, вот скажите вот так, давайте через недельку поговорим, вы мне об этом скажете, но не сейчас. На этой неделе мне нельзя. Двоечки, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, принимайте решение сердцем, то, чего вы действительно хотите. Какое бы решение вы ни приняли, будет определенное последствие. Вы понимаете, даже если вы не делаете чего-то, решение не принимаете, то значит это тоже ваше решение, просто ничего не делать. То есть здесь самое главное, что вы будете стоять перед каким-то выбором на этой неделе, и вам говорят о том, что принимай решение сердцем. Вот как ты чувствуешь, так и делай. Потому что для тебя это будет самое верное решение. Прислушайтесь к себе. Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь как будто не работать в команде. Я не знаю почему, но здесь работать в команде на этой неделе не нужно. Видимо, потому что вам будут говорить, кто что делать. Вам как бы работать в команде нежелательно. Если где-то что-то вам будут предлагать по работе, то подумайте или отложите немножко пока что. И что не нужно, не давайте деньги, если будут у вас спрашивать, скажи, ну, через неделю ко мне обратись, я подумаю, то есть как бы не нужно. Посмотрите свои финансы, куда вы тратите. Не тратьте сейчас, вот в эту неделю, никуда не вкладывайтесь. Ну, нежелательно, поберегите. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Вам нужно, если какая-то вещь сломалась, если что-то случилось, да, если вы поняли какой-то человек, ну отпустите это и живите дальше. Выкиньте сломанную вещь и живите дальше. Ну случилось там что-то, ну как бы, ну что случилось, то случилось. То есть здесь может случиться какая-то ситуация, что-то такое, что вы уже знали, вы к этому шли. То, что вещь уже там, не знаю, порвалась, каблуки там сломались, но выкинь уже эти туфли, которые уже давно, например, уже пора было выкинуть. То есть здесь как будто что-то произойдет то, с чем давно пора было расстаться. Вы знаете об этом. Но вы как-то тянули, это как чемодан без ручки. И наконец пришло время уже выкинуть то, что вам давно не нужно и не служит. Как бы, зачем вам это надо? Вот. И здесь еще можно, знаете, решать дела, которые вы решали другим способом. Начинайте думать по-другому, решать по-другому. Если у вас что-то не получается, просто измените тактику. Что не нужно делать? Не нужно хвататься за каждый новый шанс, потому что, видимо, он будет не такой уж и стабильный, надежный. Вы будете думать, что там большие, возможно, деньги, то есть что думать, что это шанс, а это нифига не шанс. То есть все, что любые предложения, которые будут к вам поступать, рассматривайте их, но аккуратно. И лучше не принимайте решения. Если вас будут торопить, давай, надо срочно дать ответ сегодня, сейчас, то лучше нет. Лучше не принимайте предложения, не принимайте подарки, которые будут к вам приходить эту неделю. Не стоит, короче. Что там какой-то будет подвох. Да, это нестабильно, ненадежно. Вы будете думать одно, а там на самом деле ничего подобного. Можно еще донатик? Можно, Оксана, можно. Можно донатик отправить. Можно. Так что такой общий расклад получился. Так, у нас, в общем, приходите на эфирчики. Но знаете, вот смотрите, у нас эфир это по субботам, да, 21:30, но сегодня пораньше. Вот, но на следующей неделе я не знаю, когда будет эфир, потому что у меня дела, и как раз-таки они вечером заканчиваются, и я не знаю, успею ли я на эфир. То есть на следующей неделе эфирчик может немножко задержаться. Вот, но я надеюсь, что он будет.
потому что я пойду по делишкам, по делам. Приеду вечером. Ну, я думаю, успею на эфир, так что думаю, все будет нормально. Так, ну, нажимайте на колокольчик, если вдруг что-то изменится, и я выйду раньше, как сегодня, вам придет сообщение. Ну, или позже, если я выйду, то вам придет сообщение. Вот, и вы об этом узнаете. Так что очень удобно, когда на колокольчик там нажмете. Вот. Так что так. Если вам нужны подсказки на 5 колодах, на всех, то пишите подсказки на всех колодах. Смотрите, первая колода – подсказки Вселенной. Вторая колода, она поменьше, она уже маленькая такая, спроси свою Вселенную. Она немножко меньше по размерам. Следующая колода – подсказки Вселенной, вот такая вот колода красивая очень. О, смотрите, что здесь у нас, какая подсказка на дне. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Так что вот. Потом дальше у нас 4-я колода. Девочка с шариком. Оракул дрянная девчонка. Девочка с шариком. Кто-то у меня в эфире так написал. Теперь у меня эта колода девочка с шариком называется. Вот. И послание из будущего. Такая вот колода. Вот. Если вы напишете подсказки на всех, то подсказка будет на всех колодах, дам вам подсказку. Вы только в голове подумайте, что вы хотите, на какой вопрос вы хотите получить ответ, там подсказку. Вот, и как бы переложите на свою ситуацию. Так что так. Вопросы у нас и донатики. Пока что 200 рублей у нас донатик. Вот. Так что приходите, подписывайтесь, кто не подписался. Так, сейчас посмотрим. Кое-что еще. Давайте посмотрим общий расклад. Что-то мне захотелось. На что обратить свое внимание. 4 позиции. По одной карте просто коротко посмотрим, на что обратить вам сейчас свое внимание. На какую сферу вашей жизни, на что обратить внимание. Давайте 4 позиции. Сейчас, наверное, напишу. Отправила донатик Оксана. Сейчас посмотрю. Вот, увидела, да. Есть донатик. Давайте посмотрим донат тогда. Вот то, что у вас будут новые отношения, это 100%. Смотрите, тут будет новый этап, новые отношения. Стабильные отношения, стабильные. Ну такая, пожалуйста. Когда вы живете вместе. Так, ага. Так, я не поняла, где у нас стабильные отношения? Ну, в общем, показывают, что до стабильных отношений вам нужно время, будет не скоро. Потому что до этого в вашей жизни может проявляться какой-то мужчина, возможно, тот, который уже был, да, из прошлого может проявляться. Или какие-то молодые мужчины, которые будут несерьезные. У вас такие мужчины могут быть. Они будут в вашей жизни для того, чтобы вы подтвердили, что вы действительно для серьезных отношений, то есть для проверки просто. Будут люди, которые вам сначала будут предлагать романтик, да, там как бы, а потом, или даже бывший, а потом все-таки опять будут разбивать вам сердце. Возможно, кстати, вы будете за них где-то и платить даже. Может быть, прошлое вернется за него платить, или опять же алкоголь может быть здесь. Вы будете финансовая такая, финансовая девочка, да. То есть здесь, да, возможно встретить. Да, опять же говорят, подождите. Вот я так не люблю, когда говорят ждать. Я так не люблю ждать. Но говорят, что у вас мужчина для серьезных стабильных отношений, он будет немножко дальше. То есть здесь нужно ждать. По звезде он будет, да, но по звезде это еще не скоро. Ждите, говорит, ждите. А до этого нет. Не говорят тут прям. Ну-ка сейчас вот здесь посмотрим.
Мне же не надо про прошлое или там. Мне надо именно официальный брак. Да, будет официальный брак. Видите? Ой, смотрите, все начнется быстро, страстно. Мужчина будет такое тело. Вам очень понравится мужчина. Умеет зарабатывать, кстати. О, у него и машина будет. Но будет ревнивый, конечно. Будет за вами подсматривать в соцсетях. Здесь как-то все может начаться очень быстро, очень много переписки, очень быстро, очень много разных эмоций. Здесь есть официальный брак, он выходит. Но тут всякое еще что-то, все всякое разное мне хотят рассказать. Не понимаю, тут, в общем, жизнь бурная будет. Да, прошлое, оно останется в прошлом, все правильно. Прошлое это так и правильно. Но просто будут такие моменты, когда вас будут проверять, действительно ли вы не хотите туда. Может быть, вы все-таки еще хотите там на второй круг зайти. Но это как бы проверка будет, потому что вам опять надо будет все это отрабатывать. Опять, ну вот это мне показывают засранца, который где-то гуляет, выпивает, потом приходит, и вы его это отправляете куда подальше. Вот мне почему-то вот его показывают, и все. А вы уже хотите закрыться от этого. Вы уже не хотите, даже если он будет предлагать, вы уже этого не хотите. Типа он опять будет манипулировать, обманывать. Нафиг мне это надо, хочу все это прекратить. То есть он вас не выбирает в отношениях. Он только как будто пользуется. Мне вот его все время показывают. Вот нафига вот мне показывают? Все, короче, тут бардак в этой колоде. Так. Кармический партнер, он может быть, знаете, для того, чтобы кармический партнер предатель, бывший предатель, кармические отношения, это не значит, что это отношения, когда мы любим друг друга и до смерти вместе. Кармические отношения это когда проработка, когда нервы мотает, когда тянет к друг другу. Но ты видишь, что он, например, там или пьет, или плохо относится, или с другими общается, да, или как бы в подвешенном состоянии держит. То есть вы вроде не вместе, а вроде вместе. Или когда вы 5 лет встречаетесь, там, а все никак не поженитесь. То есть может быть такое. Или когда, например, он сразу говорит, давай поженимся, начинает манипулировать, то есть он начинает чувствовать себя свободным, а вы у него как бы под каблуком получается. То есть как бы женщина, если замужем, то она уже никуда, ничего. А он-то может все. Как бы некоторые для этого и манипулируют еще и детьми. Я хочу от тебя ребенка, я тебя так люблю, хочу много детей от тебя. То есть вы будете сидеть, заниматься детьми, он будет заниматься тем, что он хочет. То есть тут разные, может быть, кармические, это не обязательно, что это проработка очень даже такая тяжелая. Это когда тянет к друг другу, надо отработать, а потом, когда расстаетесь, через какое-то время смотрите и думаете, и чё, и как я вообще влюбилась, не понимаю, что это было. Да, то есть как бы, ну, всякое бывает, много чего бывает. Может быть, люди встречаются для того, чтобы родился ребенок, и они потом расстаются, все, как бы. Много, или, ну, для проработки, для того, чтобы понять свою ценность, для того, чтобы, например, он вами там манипулирует, пользуется, а вы терпите, это же на здоровье влияет. А вы должны понять, что вы должны научиться выбирать себя. И больше, когда вот, например, на вашем пути встретится мужчина с какими-то такими даже вот мелкими задатками вот этого прошлого, даже вот чуть-чуть вот вы где-то что-то там увидите, там вам покажется, то вы сразу пошлете его нафиг, потому что вы уже знаете, что начинать вы это не будете, потому что, опять же, это как для проверки приходит, это уже вас проверяют, поэтому, то есть
Пойдете ли вы в это опять? А если вы пойдете или этого простите и начнете с ним опять, думаете, попробую, когда вот он вроде бы один день там хорошим побыл, то потом вам такой же скач, еще жестче, прилетит, еще сложнее будет, и еще больнее будет, и еще сложнее будет из этих отношений вырваться, Вот, поэтому нужно вовремя просто понять это. Вот. Здесь вам нужно просто быть честной с самим собой. Вот вам надо быть честной с собой. Честной нужно быть, по-честному с собой поговорить, чего и как вы хотите, какая у вас цель, к чему вы хотите прийти, какое будущее вы хотите увидеть, что вы, например, не хотите нуждаться, не хотите, чтобы вам не хватало денег на что-то, да, то есть вы, этот уже опыт у вас был, да, вы этого вообще не хотите, то есть, значит, у вас партнер должен быть тот, который сможет брать за вас ответственность, который не будет вас разочаровывать, понимаете, такой должен быть партнер, который ни хрена не будет пить. Который не будет вас расстраивать, то есть не будет новостей такие, которые вас расстраивают. Вы хотите по-другому, вы хотите закрыть этот момент, да, когда ревнуют, когда ругаются, когда вас в чем-то обвиняют. Вот. Вам просто нужно принять решение, вам просто нужно отсечь, что было, принять решение, как вы хотите. И вообще, когда вот не подпускать никаких партнеров, которые вам это не предоставят. То есть это вас не устраивает, все, иди тогда дальше, живи там как ты хочешь, не надо меня расстраивать, не надо подстраиваться, делать мне одолжение, то, что вот я при тебе не буду курить там или там что-то, да, жвачку зажует, а тебя там тошнит от него, да. То есть нет, то есть не надо вот с этим мириться, идти на какие-то уступки, вот это вообще не надо. Сразу посылаете всех нафиг. Не зарабатываешь, все, иди, мне недостаточно. Это из чего вот вы будете, но на тушь не будет хватать, зато на его какие-то развлекульки, да, вот будут. Не, это то есть это нормально, если вы хотите, чтобы он достойно зарабатывал. Это нормально, потому что, знаете, когда уже начинает со здоровьем что-то барахлить, и вам неоткуда будет взять денег, да, или вот нафиг вам это надо. Вам нужно жить своей жизнью. Когда вы живете проблемами своего мужчины, да, вы живете его жизнью. Он живет как хочет, а вы нет. Подумайте о себе. Да, вам нужно свои границы защищать. Как кто бы вас там не соблазнял, там, да, какой-нибудь смазливый или какой-то там, да, внешне привлекательный. Нету денег, не можешь взять ответственность за меня. Вот, чего ты ко мне лезешь? Иди отсюда. Маленький ты еще, типа, не дорос, не можешь брать ответственность, да, там вот за это все. Что ты там хочешь от меня? Развлечений нечего тут, я там для серьезных отношений. Не нужно мне. То есть вы должны это вот это видеть. Вы не должны сомневаться. И тогда, да, вы получите то, что вы хотите. Да, в прошлом разбитое сердце, одиночество. Вы даже можете быть вместе с мужчиной, но одиноки. Вы не чувствуете, что вы под защитой, что вы с кем-то. Бывает даже в семьях. Бывает вы официально в браке, но вы чувствуете себя, что вы одинокая, что вообще нет у вас мужа нифига. Не показывает мне точно, конкретно, когда будет следующий. Да, тут вам надо сначала принять решение насчет вот таких вот мужчин, которые, может быть, пьют, обижают, говорят много красиво, кстати, но ничего не делают. Вот таких мужчин тоже к себе. Когда вы примете решение не подпускать таких мужчин, видите, и не связывать с ними свою жизнь, то есть честно с собой просто поговорить. Да, тут как будто вы себя обманываете и успокаиваете, что нет, ну все наладится, что вот сейчас, вот.
А этого не случается. Опять мужчина разочаровывает. Он только вас ограничивает. Знаете, тут может быть, тут просто надо найти себя. Тут уже вот так вот. Потому что у вас должна энергия поменяться. Вам нужно понять, чего вы хотите, как вы хотите, прислушиваться, научиться к себе. Прям по всяким мелочам нужно прислушиваться к интуиции, к тому, чего вы хотите. Вот. Относитесь к себе как к маленькой девочке. Каждое ваше желание должно быть как-то вот учтено. Если вам где-то плохо, больно, ну будьте аккуратны с собой, внимательны как-то вот так вот. Потому что если у вас энергия успешной женщины, к вам придет успешный мужчина. Даже если вы не зарабатываете до хрена там денег, да, то есть, но вы знаете, чего вы хотите, вы себя цените, да, у вас есть какие-то увлечения, у вас уже другие энергии будут, вы уже будете в состоянии принять такого мужчину, обсудить с ним какие-то вопросы, советы у него спросить насчет своего того, ну вот, творчества, не знаю, там что-то такое, цели в жизни. Насчет путешествий, например, куда поехать, как поехать, где там, а где там. Вот я люблю путешествовать, да. Вот я бы хотела туда-то поехать, мир посмотреть, переехать вообще, может быть, язык выучить. То есть, чтобы были темы общие, поговорить, понимаете, когда мужчина успешный, вот как вы хотите, да, чтобы вам было интересно с ним, чтобы вы его уважали, то ему тоже должно быть интересно с вами. Вы как-то по-женски должны быть наполнены. Это как бы для вас. Так даже хорошо. И вам с ним интересно, и ему интересно. Потому что когда вы общаетесь с человеком, который забирает у вас энергию, у вас самооценка падает, у вас и здоровье может упасть. Поэтому обращайте внимание сейчас не на негатив, а на позитив. На то, какой вы хотите быть. Хотите там покрасить волосы, да не слушайте никого, что вам кто говорит. Ваш мужчина, в какой бы цвет вы ни перекрасили волосы, он вас будет любить с любым цветом, потому что есть разные мужчины. Мне не нравится этот цвет волос, там, или переодень это платье, мне не нравится. То есть фигня это все. Ваш мужчина, он вас в любой одежде будет любить, в любом виде, в любом макияже или без, с любой прической, есть черные волосы у вас, белые волосы, красные у вас волосы, там, не знаю, в полосочку, розовый, то есть вам нужно заняться просто собой, вам надо научиться кайфовать от жизни. Цель в жизни, чтобы была именно ваше желание. То, чего вы хотите в другую страну путешествовать, например, куда-то съездить, мир посмотреть. Ну, вот здесь так. И здесь как бы не нужно думать о том, что если вы одна, то вы одинокая. Нифига. Одна — это нифига не одинокая. Это когда вы одна, без мужчины. Когда вы с мужчиной одна, вы тратите свою жизнь на него. Тут у вас вообще жизнь на стопе. Плюс еще здоровье уходит и время жизни, да. А когда вы одна, без мужчины, вы свободная, вы можете обучаться, вы можете общаться. Вы, если знаете язык, вы можете общаться через интернет с другими людьми, узнать, как можно, не знаю, к ним поехать, где остановиться, какие у них классные места. Дофига вы можете общаться, вы можете много всего изучать. Когда вы не в паре, вы можете многому учиться, потому что когда вы встретитесь, вам будет есть о чем поговорить, есть что обсудить, вообще какие-то цели, у вас должны быть мечты, потому что он вам подскажет, как их реализовать. То есть он скажет: дорогая, я купил билеты, собирай чемодан, мы едем. То есть как бы он может сам реализовать то, что вы хотите. Но у вас должны быть эти мечты, вы должны знать, чего вы хотите, вы должны их озвучить, потому что никто не знает, что у вас в голове, никто не сможет прочитать ваши мысли. Вот, просто все люди разные. Так что прислушивайтесь к себе, то, как вы хотите. А мужчина, он есть, он будет, он уже есть, как бы тот, который должен к вам прийти. Но видите, время должно пройти, вы должны поменяться, чтобы он вас заметил, чтобы вы его заметили, чтобы у вас общие цели сошлись, общие вот эти вот темы какие-то у вас были.
Потому что бывает, знаете, когда развивается в отношениях, там, когда в паре, когда два человека хотят одного и того же, они сближаются. Когда у них одна цель — переехать, выучить язык, там, новую профессию, да, там освоить, многие же так делают, они сближаются. А когда один хочет, а другой нет, то один другого тормозит, и не сбываются мечты у одного, зато у другого он сидит так, как ему хочется, например, да, никуда не поеду, никуда ничего не хочу, мне тут все устраивает в нашем болотце, да, как бы вот. У всех разные представления. Так что вот, сейчас посмотрим подсказку. Здесь еще просто у вас как будто решение не до конца принято. И цели пока нет такой конкретной, что все отметаете, и прошлое в прошлом. Так. Подсказка на ваш вопрос. Проявляйте активность. Проявляйте активность. Вот занимайте жизненную позицию активную. Это значит, то, чего вы хотите, поймите. Прям на бумажке напишите. Вот. Что бы вы хотели. У меня было такое даже. Вы даже можете, знаете, написать на бумажке не обязательно большую одну цель. Она может быть, это можно, это даже нужно и очень хорошо. Но еще маленькие разные напишите, маленькие радости, чего бы вам хотелось, там то, ну, то есть такое вот. Вот так. И тут у вас зависимые отношения наконец-то прекратятся, и все будет хорошо. Тогда наладится. Тогда вы начнете жить. Именно жить тогда начнете. С собой комфортно, это хорошо. Я вас очень хорошо понимаю. Очень-очень-очень даже. Так, ну что, я хотела посмотреть чего-то там, какой-то вообще вопрос хотела посмотреть. На что обратить внимание? Сейчас напишу. На что вам обратить внимание? 4 позиции будет. На что вам обратить сейчас свое внимание? Давайте посмотрим. Так, на что вам обратить свое внимание? Первая позиция, ну, на данный момент. Так, там кому-то на деньги, кто-то ждет деньги. Ждет кто-то деньги. Так, на что обратить внимание? Первая позиция. Ой, здесь нужно обратить внимание на какого-то мужчину, на его поведение, на его действия, на какого-то внимания, на какого-то мужчину. Он очень активный. Обратите внимание на мужчину, это во-первых. И во-вторых, обратите внимание на свою карьеру. Как вы можете продвинуться по карьере. Может быть, повышение возможно. Или поговорите, что вы хотели бы развиваться в карьере. Возможно ли повышение, что нужно для этого сделать. Здесь как бы повышение и на какого-то мужчину обратить внимание. Двоечки, на что вам нужно обратить внимание? На свои мысли, на свой ментал. Видите, вы сейчас, возможно, ищете выход или, не знаю, решение какое-то, или у вас есть несколько предложений или несколько решений вот этой вашей ситуации, проблемы, но вам не нравится ни это решение, ни это решение, то есть вас не устраивает, фигня какая-то, то есть вы не знаете, что делать дальше, как принять решение, вас не устраивает ни тот, ни этот вариант, то есть не знаю. Не знаю, ничего не хочу, всех заблокирую, ни с кем не буду разговаривать. То есть такое, не знаю, что делать, не знаю, какое решение принять. Вот здесь так, обратите внимание на ваши мысли, вот, постарайтесь разобраться, чего вы действительно хотите. Потому что вас как-то оба варианта не устраивают. Не сможете сделать выбор пока что. Да. У вас в подвешенном состоянии, вы еще не определены, вы еще точно не определились, вы сомневаетесь. Вот когда вы перестанете сомневаться, тогда вы сможете принять решение. Троечки. На что вам обратить свое внимание? На свои чувства, эмоции,
на то, как вы реагируете на каких-то людей, на ситуацию, на слова. Обратите внимание, что вы не можете контролировать свои чувства. Вы все принимаете очень близко к сердцу, а нужно научиться принимать не так близко к сердцу, или хотя бы не показывать, контролировать. Здесь нужно научиться контролировать свои эмоции. И здесь еще можно обратить внимание на какое-то свое творчество, на то, что вам приносит удовольствие, научиться переключаться. Но эмоции вы не умеете контролировать пока что, учитесь. Так, 4-я позиция. На что вам обратить свое внимание? На свои чувства, на свою любовь, на то, может быть, вы в кого-то влюблены, на свои эмоции, то, что вас переполняет, то, чем вы хотите заниматься. Возможно, вы хотите какое-то свое дело начать, чем-то заняться, что-то вас привлекает, хобби какое-то, может быть, чему-то научиться. Да даже если вязать там или крестиком вышивать, то есть что-то такое новенькое, или, может быть, вы хотите новый роман, окунуться с головой в любовь. То есть тут как-то здесь на свои ощущения, на свои желания, на то, чего вы хотите, то, что просит ваше сердце. Ни голова, ни разум, сердце. Как-то вот так вот. Благодарю за подсказки. Вас тоже благодарю, Оксана, за вопросики, за то, что на эфирчик пришли. Так, ну все, общие раскладики мы сделали. Подсказки всем дала. Сейчас посмотрю еще донатики. На донатики, наверное, тоже все ответила. Будем тогда заканчивать. Вот. Оксана, здесь еще, знаете, насчет официального брака, вы еще, может быть, сами его не захотите. Вот в чем вопрос. То есть со временем вы можете подумать, а нафига мне это надо? Ну, то есть здесь как-то еще такой вариант есть. Но мужчина рядом будет. Мужчина будет хотеть официальный брак. А вы будете еще сама. Вы сейчас вроде как бы хотите, да? Но потом вы будете еще сама думать. А мужчина будет достойный. Будет зарабатывать, будет симпатичный, будет мужчина. Да. Ну, короче, вот. Все. Давайте я буду заканчивать эфир. Всех обнимаю, целую. Приходите. Следующий эфир у нас в следующую субботу, 21:30 по московскому времени. Может пораньше, может попозже. Ну, наверное, скорее всего, попозже, потому что я могу немножко задержаться. Вот. Ну все, всем пока. Увидимся с вами в следующую субботу. Все, была рада всех увидеть. Пока.